Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы погрузимся в мир интриги, хитрости и риска, в котором заключенные проявляют невероятное мастерство в попытках освободиться из стен тюрем и обойти строгий режим надзора. От легендарных побегов, которые вошли в историю, до умопомрачительных схем, которые оставляют весь мир в изумлении. Наша подборка расскажет вам о самых отчаянных попытках сбежать. Приготовьтесь к захватывающему путешествию. Поехали! Побег из тюрьмы Мейс. Начнем мы, пожалуй, с крупнейшего побега по количеству сбежавших узников в британской истории. Ее Величество тюрьма Мейс — тюрьма в Северной Ирландии, расположенная на окраинах Лисберна. Она считалась одной из самых защищенных в Европе, пока 38 заключенным не удалось устроить побег. Операция готовилась несколько месяцев. Сначала двое заключенных устроились работать санитарами, чтобы выявить слабые места в системах безопасности корпуса и пронести в тюрьму оружие. 25 сентября 1983 года заключенные установили контроль над блоком H7, взяв в заложники всех охранников. Беглецы забрали форму у персонала и ключи от их машин, а также тюремный грузовик с продуктами, чтобы использовать его для побега. Перед этим заключенные договорились о поддержке со стороны Ирландской республиканской армии. Но из-за 5-минутного просчета машина, которая должна была забрать сбежавших, не приехала. Беглецам пришлось в рассыпную убегать через поля и угонять проезжающие машины. Всего сбежало 35 заключенных, 15 беглецов были пойманы в первый же день, в следующие 2 дня были пойманы еще 4. Оставшимся удалось скрыться. В результате побега 6 тюремных офицеров получили ранения и 1 скончался от сердечного приступа. Эти события легли в основу фильма «Побег из тюрьмы Мейс», снятого в 2016 году. Можете глянуть. Наркобарон Эль Чапо. Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо был одним из самых разыскиваемых преступников мира. Он основал наркокартель Синалоа, через который проходила четверть всего наркотрафика из Мексики в США. Впервые Гусмана поймали в Гватемале в 1993 году за торговлю наркотиками. В 2001 году с помощью охранников он сбежал из Пуэнте-Гранде, мексиканской тюрьмы строгого режима. В феврале 2014 года Эль Чапо вновь арестовали и отправили в тюрьму Альтиплана. Но летом 2015 года Гусман снова сбежал. Он воспользовался подземным тоннелем длиной 1,5 километра, который начинался под душем его камеры. Тоннель был настолько широким, что по нему можно было перемещаться на вагонетке с переделанным мотоциклом, что сэкономило Гусману время при побеге. Он провел в бегах полгода, но в январе 2016 года его опять задержали, а в 2017-м Эль Чапо экстрадировали в США. В 2019 году его приговорили к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение, а также к 30 годам тюрьмы и конфискации имущества на сумму более 12 миллиардов долларов. Джон Диллинджер. Ограбление банков, убийство полицейских, побеги из тюрем. Легендарный гангстер Джон Диллинджер поставил на уши всю Америку. Впервые парень был пойман полицейскими в 1923 году, когда угнал машину, чтобы произвести впечатление на девушку. Но Диллинджер сбежал. В 1924 году Джон с подельником решился на ограбление продуктового магазина, которое обернулось арестом и 10 годами заключения. В тюрьме он познакомился с опытными грабителями банков, которые научили его всему, что знали. В 1933 году Джона освободили, и уже через 3 месяца он вместе с приятелями принялся за ограбление. Диллинджера арестовали, но дружки вытащили его, застрелив дежурного шерифа. В январе 1934 года Диллинджера поймали и поместили в тюрьму Краун-Пойнт. Через несколько недель преступник сбежал, угрожая охранникам фальшивым пистолетом, который он вырезал из стиральной доски с помощью лезвия бритвы и раскрасил кремом для обуви. Диллинджер угнал машину и уехал, но через несколько месяцев был застрелен агентами ФБР в Чикаго. Кстати, о жизни Джона Диллинджера можете посмотреть фильм 2009 года «Джонни Ди». Техасская семерка. Дерзкий побег 7 заключенных из Техаса потряс всю Америку. 13 декабря 2000 года группа заключенных сбежала из тюрьмы Джона Коннелли. Как им это удалось? Им просто нечего было терять. Техасская семерка состояла в основном из преступников, приговоренных к пожизненному заключению. К примеру, лидеру группы Джорджу Ривасу было на момент побега 30 лет, и он отбывал 18 последовательных пожизненных сроков. Для побега преступники разработали
сложную схему, и им удалось скрыться из серьезнейшей государственной тюрьмы. Беглецы выбрали идеальное время – обед, когда определенные места находятся под низкой степенью контроля, и подчинили одного за другим тюремных охранников, забрав их одежду и удостоверение личности. Они пробрались к задним воротам тюрьмы, отняли у охранников оружие и пикап и успешно уехали. В январе 2001 года с помощью популярной телевизионной программы America's Most Wanted преступники были пойманы. В момент захвата один из беглецов покончил с собой, а остальных приговорили к смертной казни. Фрэнк Эбигнейл. Смотрели фильм «Поймай меня, если сможешь»? Так вот, история жизни Фрэнка Эбигнейла легла в основу автобиографии «Поймай меня, если сможешь», по которой режиссер Стивен Спилберг снял свой одноименный фильм. Фрэнк Эбигнейл – гениальный аферист, который еще в юности начал зарабатывать, подделывая чеки. Его разыскивала полиция нескольких стран и ФБР. Его фальшивые чеки были в обороте в 26 странах мира. К 2021 году Эбигнейл успел побыть и адвокатом, и врачом, и пилотом. Все это у него получилось благодаря потрясающему умению обхитрять людей. Арестовали Фрэнка Эбигнейла в 1969 году во Франции. Его выдачи требовали сразу 12 стран. Он сначала сидел в тюрьме во Франции, затем в Швеции, а через год его выдали США. Там Эбигнейлу дали еще 12 лет, но отсидел он только 4, после чего принял предложение ФБР помогать им в поимке мошенников, специализирующихся на подделке банковских чеков. Этот человек сбежал из тюрьмы благодаря своей хитрости и находчивости. Сегодня Фрэнк Эбигнейл – легальный миллионер, эксперт в области документальной безопасности и консультант крупнейших корпораций. Побег из тюрьмы Либби в Ричмонде, Вирджиния. Побег из тюрьмы Либби был одним из самых известных тюремных побегов во время американской гражданской войны. Тюрьма Либби была на те времена одной из худших и самых неприступных. В ней просто кишели крысы и прочие паразиты, а стражи наплевательски относились к заключенным. В ночь с 9 на 10 февраля 1864 года более 100 заключенных в тюрьму солдат Союза убежали из здания для военнопленных. Заключенным удалось попасть в подвал тюрьмы, известный как «Крысиный ад». Подвал уже давно не использовался в связи с полным проникновением крыс в него. Совместными усилиями за 17 дней пленные прорыли 15-метровый туннель. Беглецам удалось вырваться на пустырь в восточной стороне тюрьмы и спрятаться на старом табачном складе. Офицеры бежали из тюрьмы группами по 2-3 человека. Оказавшись в стенах табачного сарая, мужчины просто выходили и спокойно шли до ворот. Из 109 беглецов 59 человек добрались до границ Союза, 48 были возвращены, а 2 утонули в соседней реке Джеймс-Ривер. Побег из Алькатраса. Побег из тюрьмы Алькатрас – самый известный побег из действовавшей в 1934-1963 годах американской тюрьмы Алькатрас. Тюрьма, находившаяся на острове в заливе Сан-Франциско, считалась самой строгой в США. Вы только представьте, насколько безумная сама идея удрать из места, где до берега нужно плыть 1,5 километра, борясь с ледяной водой и сильными течениями. Но 11 июня 1962 года Фрэнку Моррису и братьям Джону и Кларенсу Энглин удалось это сделать. Кстати, по мотивам этой истории также сняли фильм «Побег из Алькатраса». Троица попала в Алькатрас из-за ограбления банков, а еще из-за того, что они считались склонными к побегу. Они готовились больше года. Разобрали стену у вентиляционного отверстия ложками, выбрались на крышу тюрьмы, а потом спустились на землю по трубам и уплыли на импровизированном плоту из мусора и плащей. Чтобы обмануть охранников, беглецы оставили на подушках головы из гипса с наклеенными волосами. Но самое интересное, что все трое так и не были найдены ни живыми, ни мертвыми. Паскаль Пайе. Паскаль Пайе – известный французский преступник, получивший славу за свои дерзкие побеги из тюрьмы. Он попал в тюрьму за убийство во время ограбления инкассаторской машины. В 2001 году он был приговорен к 30 годам лишения свободы и с того времени успел трижды сбежать из тюрьмы при помощи вертолета. Последний раз в 2007 году, воспользовавшись национальным праздником Днем взятия Бастилии, 4 в масках угнали вертолет с Каннского курорта. Вертолет приземлился
приземлился на крышу тюрьмы, и из него выскочили до зубов вооруженные сообщники ПАЭ. Забрали его и улетели. На берегу Средиземного моря они отпустили пилота, который был в заложниках. Однако беглеца арестовали в Испании в пригороде Барселоны 21 сентября 2007 года. И на этот раз, по требованию Службы безопасности Франции, Паскаля посадили так, что никто не знал, где именно он находится. Он получил 15 лет тюремного заключения без возможности досрочного освобождения за серию вооруженных ограблений и нападений на сотрудников полиции. Позднее, в 2011 году, ему добавили еще 5 лет за побег 2007-го. Побег из Колдица. Колдиц был одним из самых известных лагерей для военнопленных офицеров во время Второй мировой войны. Лагерь располагался в замке Колдиц на скале, возвышающейся над городом Колдиц в Германии. Считалось, что из неприступного замка невозможно сбежать, ведь из около 300 попыток бегства лишь примерно 30 закончились удачно. Колдиц стал настоящей академией побегов, ведь там заключенные организовали своего рода подпольный цех для подготовки побегов. Первый успешный побег был совершен 11 апреля 1940 года французским офицером Элейном Лиреем. Вскоре после этого двое польских офицеров бежали, зашитые в старые матрацы, которые вывозили из лагеря в город. Однако беглецов схватили еще на территории тюрьмы. Также были неудачные попытки сделать подкопы или перелезть через стены. А как вам идея сбежать из тюрьмы на планере? На чердаке, в отгороженном заключенными ложной стеной помещении, два британских пилота начали собирать планер, рассчитанный на 2 человек. Его планировали запустить с крыши замковой часовни. Однако война закончилась раньше. Вдохновившись историей лагеря, BBC сняли сериал «Колдиц» в 1972 году. А в 2005-м об узниках этого лагеря британцы сделали сериал «Побег из замка Колдиц». Великий побег из Шталак-Люфт-3. Шталак-Люфт – лагерь военнопленных, управляемый Люфтваффе немецкими военно-воздушными силами. Во время Второй мировой войны там содержались захваченные военнослужащие ВВС западных союзников. В 1944 году заключенные совершили один из самых крупных побегов в истории, который готовился долго и основательно. Пленные вырыли 3 тоннеля, самый длинный из которых использовали для побега. Он имел длину 102 метра и проходил на глубине 8,5 метров. Это было сделано для того, чтобы немцы, использующие специальные микрофоны, не услышали звук подкопа. Также заключенные заглушали рытье спортивными занятиями и хоровым пением. В тоннеле проходила вагонетка, и были проложены вентиляционные трубы, сделанные из молочных бидонов. К концу марта 1944 года все было готово. Гражданская одежда, документы, деньги, продукты. К сожалению, летчики немного не рассчитали, и выход из тоннеля оказался в районе 10 метров от деревьев. Сбежать незаметно стало труднее. Несмотря на это, 24 марта 1944 года 76 мужчин смогли вырваться. На сбежавших была объявлена охота. Нацисты поймали 73 беглеца, и 50 из них расстреляли. Только 3 летчикам удалось обрести свободу. В 1963 году об этом легендарном побеге сняли фильм «Большой побег». На этом у нас все, друзья. Делитесь с нами в комментариях, какая история впечатлила вас больше всего.